Привет! Меня зовут Даша, и это мастер-класс по вязанию лифа крючком. Он связан из пряжи Drop Cotton Light. Это толстый полухлопок с метражом 105 метров на 50 грамм. На размер XS понадобилось всего 2 моточка и крючки номер 3 и 2,5. Более подробная информация о выборе альтернативной пряжи будет в описании этого видео. Сам лиф состоит из двух зеркальных частей, сшитых посередине, обвязки, лямок и шнуровки. Все расчеты в этом мастер-классе сделаны на размер XS, однако, посмотрев его, вы поймете принцип вязания этого лифа и сможете связать такой же себе на любой размер. Также при желании вы сможете сделать его длинней, превратив пляжный лиф в городской топ. В общем, давайте вязать. Начинаем вязание с набора 25 воздушных петель. Набрали 25 воздушных петель, у нас получилась вот такая косичка. И теперь делаем еще 2 воздушные петли, делаем накид и в четвертую петлю от крючка провязываем первый столбик с накидом. Считаем 1, 2, 3 и 4. За вот эту вот верхнюю петельку, верхнюю часть, точнее, косички этой, провязываем первый столбик. Все столбики с накидом будут вязаться у нас как обычно, но вот в этом первом ряду мы вяжем с этой стороны за эту часть косички, со следующей стороны будем вязать за другую часть косички. Таким образом, вам надо провязать просто столбиками с накидом 24 столбика. То есть вот это у нас первый, второй, третий и, соответственно, до 24 надо провязать. В 25 столбике, вот в этой вот последней петельке, мы с вами встречаемся, и я покажу, как делать прибавки для формирования лифа. Провязали 24 столбика, и теперь мы подошли вот к этому месту, где должен быть 25 столбик. И вот именно здесь мы будем делать прибавку, которая закруглит наше вязание и позволит нам вязать уже с другой стороны. Как это делаем? Делаем накид. И вот в эту вот последнюю петельку вяжем 3 столбика с накидом. Уже пошла прибавка. Теперь делаем воздушную петлю и вяжем еще 3 столбика с накидом в эту же петельку, вот сюда. Вот что у нас получилось. Эти 3 столбика, они делают как бы закругление. И вот здесь вот остается воздушная петелька. Пусть она и не слишком очевидна, но она здесь есть. Теперь мы вводим крючок обратно и начинаем вязать в том же ряду, но уже с другой стороны. Вяжем мы под вот эти вот вторые половинки от косички из воздушных петель, которые мы оставляли. Таким образом просто вяжем, 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 вяжем за каждую вот эту вот половинку косички. И встречаемся уже перед тем, как связать последний вот этот столбик. То есть встречаемся на нашей первой вот этой цепочке из воздушных петель, которая столбик имитировала. Провязали до необходимого места, и вот теперь я показываю, как менять цвет в нашем полосатом топе. Делаем накид, прямо вот в эту вот косичку начинаю вязать столбик, протягиваю первый раз. И вот здесь вот и происходит смена цвета. Берем новую ниточку и второй раз протягиваем ее уже. И таким образом у нас происходит очень незаметная, красивая смена цвета. Мы начинаем уже вязать новой нитью. Делаем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и делаем просто столбик с накидом. Теперь вынимаем крючок, и я закрепляю вот эту вот ниточку. Просто делаю самый обыкновенный узелок. Затягиваем потуже и обрезаем вот эту вот ниточку, но не слишком коротко, чтобы нормально потом можно было заправлять. Таким образом мы поменяли цвет и вяжем уже новым. Вводим крючок. И провязываем столбиками с накидом до воздушной петельки, которая была вот здесь. И на вот этом этапе я покажу, как делать прибавку.
а пока что просто столбики с накидом. Провязали все столбики с накидом вплоть до вот этой вот воздушной петельки, которую делали в предыдущем ряду. И теперь начинаем делать прибавку, которая будет одинаковой всегда во всех последующих рядах. Делаем накид и вяжем прямо вот в эту вот воздушную петельку 2 столбика с накидом. Теперь 1 воздушная петля, накид и еще 2 столбика с накидом в эту же петельку. Все, это и есть прибавка, которая у нас будет в каждом ряду. Не забывайте провязывать вот этот вот первый столбик, который может быть у вас скрыт, потому что вот эти столбики в прибавке могут его закрывать, но не забывайте его провязывать, иначе у вас будет дырка. И далее просто вяжете столбиками с накидом. Таким образом, прибавка делается в каждом ряду, вяжется поворотными рядами, и цвет мы меняем каждые 2 ряда абсолютно одним и тем же способом, каким я уже показала. Вам нужно провязать необходимое количество вам рядов. Чем больше вы делаете рядов и прибавок, соответственно, тем у вас острее получается лиф. Вот как это выглядит. У меня здесь 7 рядов всего. Вы вяжете необходимое количество рядов именно вам. Как понять, сколько рядов вам нужно? Вы просто берете и, наверное, ряде на 5 прикладываете вот этот вот лиф, который у вас получается, к своей груди. Я считаю так, что вот здесь вот в первом ряду вот эта вот наивысшая точка, это точка, откуда начинается сосок, и дальше вот вверх это то, как вы хотите закрыть свою грудь, исходя из ее объема и как бы, не знаю, величины. Таким образом, вы вяжете необходимое количество вам рядов. У меня всего 7, у вас может быть и больше. Главное, чтобы это было четное количество, потому что у нас смена цвета каждые 2 ряда происходит. Я вяжу 7 рядов, вы вяжете необходимое вам количество рядов. Провязала 7 рядов, и у меня сформировалась вот такая вот чаша лифа. Она немного выпуклая, это совершенно нормально. И теперь мы будем вязать с вами вот такие вот 4 ряда, которые будут играть роль такой плавной убавки-перехода к части без убавок, которая у нас будет заканчиваться шнуровкой. Состоит вот эта часть с убавками из 4 рядов. Сама убавка составляет 3 петли, и сейчас я покажу, как это делать. Во-первых, обратите внимание, что если вы вяжете 2 части, то у вас вот этот вот момент присоединения, соответственно, будет в разных частях. Представим, что это у нас все изнанка, естественно. Вот это я уже связала на правую грудь часть, вот это мы вяжем на левую грудь. Соответственно, если мы вяжем на правую грудь, мы присоединяемся справа. Если мы вяжем на левую грудь, то мы присоединяемся слева. Я уже сделала узелок. Теперь вводим вот сюда крючок и делаем 2 воздушные петли подъема. Эта петля у нас заменяет 1 столбик с накидом, соответственно, мы вяжем в каждый столбик с накидом по столбику. И таким образом нам надо провязать 22 столбика с накидом. Провязали 22 столбика с накидом, и теперь я покажу, как красиво свести этот ряд на нет. Делаем накид, провязываем полустолбик с накидом. Теперь столбик без накида. И в конце концов соединительную петлю. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. В 3-ю петлю от крючка 1, 2, 3 вяжем столбик без накида. Затем мы вяжем полустолбик с накидом. И затем уже вяжем
самые обыкновенные столбики с накидом. Таким образом вы провязываете вот этот ряд до конца, меняете цвет нити, провязываете им, и мы с вами встречаемся за 6 петель до конца ряда в следующем цвете. Провязали необходимое количество столбиков в следующем ряду и оставили свободными 6 петель. Давайте посчитаем. Раз. Обратите внимание, что я считаю соединительную петельку тоже, это очень важно, ее часто пропускают. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Первые 3 петли мы оставляем, это у нас была убавка. Эти 3 петли мы делаем убавку так же, как и в предыдущем ряду. Делаем накид и точно так же начинаем провязывать полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительная петелька. Теперь мы снова делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и в третью петлю от крючка вяжем столбик без накида. Раз, два, три. Теперь вяжем полустолбик с накидом и опять же вяжем до конца ряда обычные столбики с накидом. Когда мы закончим вот этот ряд, последний ряд, в котором у нас были какие бы то ни было убавки, у нас начнутся вот такие вот ряды, где убавок не будет. Просто прямое полотно. Здесь у меня 10 рядов, точно так же, как и в самом лифе. Цвет меняется каждые 2 ряда, то есть 2 ряда, смена цвета, 2 ряда, смена цвета и так дальше. Всего их будет 10, и сейчас я покажу, как они вяжутся. Начинаем вязать часть лифа, в которой нет убавок. Я уже присоединилась. Набираем 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание и провязываем 19 столбиков с накидом. Провязали 19 столбиков с накидом. Смотрите, здесь у нас должно остаться 3 петли. Раз, два, три. Теперь делаем 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание и в четвертую от крючка петлю вяжем. То есть раз, два, три, 4 вяжем в этот столбик. Таким образом мы провязываем всего 10 рядов без убавок и прибавок. Мы уже один провязали, начали вязать второй. Надо получить вот такую вот часть. И когда вы закончите 10 вот этих рядов, вам нужно будет самостоятельно связать вторую часть, зеркальную той, что вы уже связали. То есть у вас должно получиться, чтобы вот эти 2 чашки, и у них были с разных сторон вот эти вот детальки. Заканчиваем вот эти вот ряды без убавок и прибавок, вяжем еще одну точно такую же зеркальную часть лифа и встретимся уже на этапе сшивания вот этих 2 деталек, формирования завязочек и обвязки. Вот что у нас с вами должно получиться. 2 одинаковые детали, лиф плюс вот эти части для шнуровки. И я обращаю ваше внимание на то, что я оставила ниточку вот здесь вот с одного ряда, потому что нам понадобится еще обвязка. И чтобы не делать лишних узелков, оставляйте вот здесь вот ниточку, чтобы пойти потом на обвязку вот этой вот нитью более темного цвета, если вы вяжете 2 цветами так же, как и я. Теперь мы с вами переходим к сшиванию вот этих 2 деталей. Я сшиваю их крючком меньшего размера, то есть вязала весь лиф троечкой, сшиваю крючком 2,5. Сшов у нас будет идти вот здесь вот, и сшивать мы будем совсем чуть-чуть, всего петелек, наверное, 5-6, вот так вот, чтобы был здесь красивый вырез и просто вот эта вот часть держалась. К одному из лифов я уже присоединила ниточку, просто завязала узелок и убрала все торчащие ниточки рядом, чтобы они не мешали нам сшивать. Теперь показываю, как же мы сшиваем. Крючок меньшего размера, 2,5, вставляю
и вставляю здесь. И смотрите, сшивание у нас будет как бы с эффектом наслоения, то есть я одну часть лифа кладу полностью на другую и начинаю как бы прокалывать крючком эти части сверху вниз. Когда я прокалываю сверху вниз крючком, с той стороны, с изнанки, я поддеваю вот эту петельку, то есть ниточку, и протаскиваю ее сверху. И снова ввожу, проколола вот эту косичку, проколола следующую косичку, вот так вот наслоив одну часть полотна на другую, захватила, протащила. Получается такая очень аккуратненькая косичка, и при этом шов достаточно плотный. Закончилось сшивание, вот у меня 7 петелек моих сшито, и теперь показываю, как же красиво, аккуратно увести вот эту ниточку. В последнюю петельку, где у вас был последний шов, я вставляю крючок, накидываю на него эту петельку и просто увожу ее внутрь. Затем уже с изнанки у нас получилась вот такая вот петля. Берем и закрываем ее, как обычно. Итак, у нас две части лифа сшиты. И сейчас, если вы вязали чашку больше, чем у меня, я напоминаю, что у меня вот здесь 7 рядов, а у вас, например, грудь больше, соответственно, вы вязали, например, большее количество рядов, то вам сейчас надо подойти к зеркалу, приложить этот топ к своей груди и посмотреть, хватает ли вам длины вот этих вот частей без убавок и прибавок. В зависимости от длины вот этих вот частей, у вас будет шнуровка больше или меньше. То есть это регулирует как бы открытость вашей спины. Конечно, если вы свяжете их прямо супер длинными, открытости от этого меньше прям совсем не ставить. Но смотрите, вот этот участок представим, что он у нас на спине. И у вас может быть шнуровка либо вот такая вот совсем узенькая, либо у вас может быть шнуровка такая вот прямо огроменная. И здесь уже вы выбираете сами, какую шнуровку сзади своей спины вы хотите. Подходите к зеркалу, прикладываете, натягиваете вот эти части, потому что они тянутся, это же вязаное полотно, и прикидываете, нужно ли вам еще вот эту часть довязать, там, например, на ряд или на пару рядов с каждой стороны, или вас устраивают вот эти вот 10 рядов, которые мы провязали вместе. Ну а сейчас, если все устраивает, то мы переходим к этапу обвязки. Я напоминаю, что я вот где-то оставила, да, вот тут вот ниточку, не отрывала ниточку контрастного цвета, вот этого темненького, и мы будем обвязывать наш лиф по лицевой стороне, то есть вот так вот, крючком меньшего размера, то есть снова крючок 2,5. Убрала все белые ниточки снизу. Мы с вами находимся на лицевой части нашего топа. Вставляю в крючок в последнюю петельку ряда, потому что я не обрезала ниточку, напомню, и начинаю вязать 5 воздушных петель. Это мы сейчас сформируем дужки, в которых у нас будет шнуровка. Пропускаю 3 петли, 1, 2, 3, точнее в третью начинаю вязать. Вяжу просто столбик без накида. И еще 4 столбика без накида, то есть получается всего 5. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных, 5 обычных. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 петли, в третью вяжем. 1, 2, 3. Первый столбик без накида, еще 4. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 2 пропускаем, в третью вяжем. 1, 2 и в третью.
столбик без накида. Все, таким образом мы сделали обвязку вот этого края. С другой стороны, соответственно, она будет точно такой же, тоже будет 3 вот таких вот петельки для шнуровки. И теперь поворачиваем на ряд вот этот вот прямой. Как же вязать обвязку здесь? Смотрите, просто вот сюда, под столбик, начинаем вязать столбики без накида. Раз, потом смотрим вот сюда вот в эту вот дырочку. 2. И снова под столбик. Так как этот ряд состоит из одних и тех же столбиков, которые одинаково расположены, у нас всегда вяжется под одно и то же место. Теперь снова вот эта дырочка и снова под столбик. То есть под столбик, в дырочку, под столбик, в дырочку, под столбик, в дырочку, под столбик. Провязали по прямой, и теперь мы подошли к этапу обвязки наших двух рядов с убавками. Вот они. И показываю, как же здесь вязать. Смотрите, тут все очень просто. У нас здесь есть вот эти вот очевидные косички, их прямо видно. Вот они здесь все. И мы начинаем вязать. Смотрите, вот сюда столбик с накидом. Потом здесь вот эти две косички, мы их провязываем столбиками с накидом. Это у нас была соединительная петля, мы ее пропускаем и вот сюда вяжем. И снова под следующую. То есть получается, что мы провязываем все очевидные петли, кроме тех мест, где у нас были петли соединительные. Их мы просто игнорируем. И вот тут снова была соединительная петля, мы ее пропускаем и вяжем вот сюда. Таким образом у нас получился вот такой вот очень гладкий, плавный переход. Далее вяжем просто, как обычно, в каждый столбик, столбик без накида. Кстати, когда вы доходите до верха вот этого лифа, я делаю столбик без накида в эту петельку, где у нас были все время прибавки, затем воздушную петлю и снова столбик без накида в нее. И далее просто делаю такую обвязку, какая у нас и была, не пропуская ни одного столбика. Делаю это для того, чтобы не пропадала вот эта вот прекрасная острота лифа. Довязала до середины, где у нас было соединение. Остановилась вот здесь, вот на последнем столбике. И вот что мы видим перед нами. То есть у нас вот этот вот шовчик. И прямо в него я вяжу столбик без накида. И потуже его затягиваю. Затем вот сюда вот следующий, тот, что повыше, не вот этот вот, в который очень хочется связать, а в следующий, во второй, снова провязываю столбик без накида. И снова его подтягиваю. Таким образом у нас получается очень такой аккуратненький вот этот момент. Главное, затягивайте потуже, потому что тут не должно быть никакой воздушности вот здесь. Это фиксирующее место. Ну и далее просто вяжу, как обычно, столбики без накида. Вот это и, конечно же, часть со шнуровкой вяжется абсолютно одинаково на обеих сторонах. И вот здесь вот, когда вы дойдете до вот этого момента, просто вяжите точно так же, как обвязываете вот с этой стороны, но ввязывая вот все вот эти ниточки. Когда вы их будете ввязывать в столбики без накида, потом мы можем их просто с изнаночной стороны аккуратненько подрезать и не особо париться с тем, чтобы прятать их крючком. Все, заканчиваем обвязку самостоятельно. Мы закончили обвязку топа, и теперь нам необходимо сделать завязочки. Смотрите, я уже присоединилась здесь, сделала самый обычный узелочек.
и показываю, как надо формировать саму завязочку. Достаю рабочую нить прямо из-под узелка, затем в соседний столбик прокалываю его и достаю оттуда рабочую нить. Все дело это происходит посередине, где у нас были прибавки. Теперь у нас 2 рабочие нити на крючке. Мы будем работать с каждой из них по очереди. Я придерживаю большим пальцем петельку, чтобы она не соскользнула. Делаю накид и провязываю первую петлю. Затем вставляю крючок в ту петельку, которую придерживала, делаю накид и провязываю только ее. Затем снова придерживаю, вынимаю крючок, накид, первая петля, вставляю крючок в эту петельку, делаю накид, вторая петля, снова накид, первая петля, накид, вторая петля. Это можно делать достаточно рыхло, как вам удобно, никакой разницы нет, потому что вы будете завязывать топ, соответственно, у вас вот эта вот плотность, она будет все равно достаточно плотной, потому что у вас будет натяжение вот этой вот нитей постоянно. Таким образом, вы набираете необходимое количество сантиметров. Мне кажется, оптимально это около 40, но надо все-таки мерить. Если у вас была чашка больше, чем моя, то вам, соответственно, надо больше. Подбираем все под себя. Примерно 40 сантиметров нужно при условии того, что у вас не слишком высокий топ. Если у вас еще меньше лиф, вы вязали, например, на ребенка или меньший рост, в общем, вы просто подходите к зеркалу, прикладываете сам топ к своей груди и смотрите, сколько конкретно вам необходимо сантиметров, исходя из ваших параметров тела и из вашего комфорта. Таким образом, мы вяжем 2 шнурочка здесь и вот здесь, и я покажу, как вязать шнурок для вот этой вот боковой шнуровки. Теперь мы начинаем вязать отдельный шнурок, ниоткуда не выходящий, который будет соединять вот эти 2 детали. Его длина также зависит от того, какое количество у вас здесь рядов, и опять же от того, хотите вы шнуровку большую или вы хотите подтянуть от вашего объема самой грудной клетки. У меня длина шнурка будет составлять примерно 1,5 метра. И учитывайте то, что 1,5 метра это вот чистыми, как бы то, что вы растянули этот шнурок, приложили к сантиметру, и вот это чистая длина. Но всегда делайте расчет на то, что это трикотажный шнурок, и он у вас будет как бы всегда иметь свойство вот такого вот растяжения. Начинаем вязать шнурок. Делаем 2 воздушные петли. Не слишком их затягиваем. И в первую воздушную вставляем крючок, делаем накид, протаскиваем ниточку, и у нас снова получается 2 петли на крючке. Так же, как и в прошлые разы, мы скидываем одну из петелек, начинаем провязывать вторую, затем снова вставляем в первую крючок и провязываем ее. Вначале может быть не слишком удобно, но когда вы провяжете хотя бы сантиметров 15, уже это будет нормально. Таким образом вы вяжете необходимую вам длину. Повторюсь, что у меня это будет примерно 1,5. Для того, как вы связали необходимой длины шнурок, просто шнуруем сзади, заправляем все, что вот у нас осталось, если вдруг такое имеется. И я вас поздравляю, лиф готов.